Путь вознесения. Вознесение душа. Мы видели некоторых возносящихся людей, пытавшихся вознестись без заякорения души в форме. Возлюбленные, если форма повышает вибрацию, а душа отсутствует, форма заболевает. Почему? Более высокая вибрация требует постоянного непрерывного присутствия души, для обеспечения жизненной энергии, необходимой для подпитки энергетической решетки формы. Если в энергетической решетке имеется недостаток энергии, клетки снова начинают умирать, причем быстрее, чем до вознесения, что ведет к болезни. Душа есть внутреннее соединение с истоком. У человека есть полость для души, расположенная позади сердца. Человек общается с душой и подключается к ней, выбирая информацию, находящуюся в энергетической решетке формы, и присоединяя это к душе, пребывающей вне формы, известной как «Я есть присутствие». Душа, иными словами «Я есть». Одновременно существуют обе – душа внутри и душа вовне. Постепенно, в ходе вознесения, все наибольшая часть души, находящейся вовне, интегрируется и объединяется с душой внутри, неся конец явлению одиночества, отделения от Бога. Отделение – это результат отделения формы от души, когда форма понижала вибрации в многочисленных падениях сознания человеческого вида. Вознесение делает процесс обратимым и ведет к непрерывному явлению воссоединения или восстановления души. Возносящиеся души непрерывно все более увеличиваются в размере. В ходе вознесения 12 личностных фрагментов души, аспектов, объединяются и образуют единую монаду. Таким образом, каждая монада включает 12 личностных фрагментов души, аспектов, объединившихся в ходе вознесения. Далее, когда 12 монад объединяются, это происходит на 1024 уровне посвящения. На этом уровне у человека одна единоцелостная душа, объединившая 12 монад. На уровне 1800 единиц посвящений, человек начинает синтезировать многие «Я есть», то есть фрагменты высшей души, состоящие из 144 фрагментов душ, или 144 «Я есть». К 3000 уровню, человек уже вмещает 144 «Я есть», или одну высшую душу. 144 «Я есть» тождественно одной высшей душе. К 7500 уровню человек вмещает 9 высших душ, или один исток. 9 высших душ составляют исток. Это величина сознания души, необходимая для удержания поля бодхисаттвы. И этот процесс продолжается по мере продвижения человека вперед и вознесения выше эволюционного уровня бодхисаттвы. 9 высших душ составляют совет 9. 12 высших душ составляют совет высших душ или совет 12 при вмещении полного сознания, сознания уровня Махавишну. Таким образом, по мере прогрессирующего вознесения, человек, как и любое восходящее существо, вмещает все больше и больше души, так как некоторые части души были утрачены в ходе времени, когда Земля снижала вибрацию. Некоторые души приходят извне времени и пространства, через единый исток в качестве руководящей силы, позволяющей осуществляться вознесению. Вознесение элементов Земли, почвы, воды, огня и воздуха, а также и всех живых существ на Земле, требует присутствия души. В случае, если душа ушла, такие области и существа не имеют возможности возноситься. В настоящее время, наибольшими пространствами невосходящей почвы являются те места,
что заселены большим числом людей в городах и пригородах. Душа покидает даже водные пути и прибрежные зоны океанов, что находятся вблизи больших городов. Почему? Живущие там люди не почитают почву и воду, и при этом душа не чувствует любви. При недостатке любви есть только боль, поэтому душа выводит себя из подобных реалий. Самый большой подарок, который можно сделать земле и воде, состоит в том, чтобы благословить их, призывая душу возвратиться назад. Таким образом, почва и вода обретают возможность вознесения. Может начать возноситься даже почва в городах. Однако, вознесение почвы и воды требует наличия людей, согласных благословлять и работать с населенными областями, чтобы выполнить данную задачу. Когда объединяется достаточно много восходящих людей, тогда это и может быть достигнуто, создавая гораздо менее тревожное будущее. Почему виртуальный вариант беспокойного будущего существует? Если по отношению к остальным районам Земли плотность городов останется пребывать в очень низких вибрациях, то в городах неизбежно будут происходить трагедии. Все это может быть уменьшено при выборе большого количества восходящих людей, объединенным образом благословлять окружающую землю и воду, повсюду, где они живут, возвращая душу, чтобы сбалансировать элементы в окружающей дальней местности и вызвать вознесение почвы. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благословляем вас на вашем пути восхождения.